Добрый день, добрый вечер. С вами Вивьена. И сегодня мы посмотрим такой расклад, что вам не избежать в новом году. Что вам не избежать в этом новом году. И будем смотреть на таких интересных картах. Что вам не избежать в этом году? Карта одна выскочила. Вам не избежать подарков от Бога, подарков от судьбы. Я уже говорила, что 2024 год – это год восьмерки, год материального благосостояния. И надо делать все на приобретение благосостояния. Не забывайте про энергообмен, ставьте пальчики вверх, сердечки, подписывайтесь. И не забывать про семью. Этот год уважения ко всем, даже к врагам. Кто это будет делать, тот получит огромные плюшки. Что неизбежно произойдет? Неизбежно в этом году произойдет, кто смотрит, неизбежно произойдут такие события. Будет какое-то соединение, может быть, соединение с людьми, новый коллектив. Это может быть объединение между семействами, коллегами. Объединение, которое будет, где вы будете сообщество, где вы будете общаться и друг другу давать советы и идти вперед. Что неизбежно еще произойдет? Опять говорится об этом. Этот год, когда нужно помириться с врагами или отодвинуть их вообще, прийти с примирениями, с уважительными такими вот вещами к этим людям. Как они поступят, это другое. Вы должны к ним уважительно относиться, и что вы получите? Тогда вы получите действительно приобретение очень интересных событий и любви, и поклонения к вам. Даже к дракону, вот видите, вот на карте тоже, даже к дракону нужно нести поклонение и радость, и улыбаться, давать свет. Все мне многие скажут, вот еще что. Запомните, кто не сделает этого до 5 мая, то вам полетят все камни, и потом будут неизлечимые болезни. Если вы уважительно начнете относиться к этим людям, про себя говорить, внутренне не прощать, а просто отпускать эти обиды, отодвигать этих людей. Я разные методики давала в Телеграм, пожалуйста, подписывайтесь по ссылкам. Когда заходите на ссылку, загорается красным, внизу открыть, открывайте, не бойтесь. И уже потом можете заходить во все другие социальные сети. Так. Что неизбежно ждет? Неизбежно ждет в этом году вас, что вы или будете общаться, не волнуйтесь, у меня здесь подписано, потому что очень сложные карты были когда-то, я их покупала очень давно, и я их подписывала для себя. И это нормально. Нормальные люди, которые именно видят, они сначала, так же как таблицу умножения, просматривают, а потом уже приходит видение. А Вивьена ясновидящая, вы это знаете по моим видео. Вам приходит то, что вы пересмотрите всю свою жизнь. И это неизбежность. Вы начнете философски относиться к вещам. Ну, планета изменяется, сказала, вибрации высокие, и большинство людей начнут понимать, что машины, квартиры, золото и всякая мишура не так важны в жизни, как важно здоровье, просто гармония и общение. Я вот уже болею, видите, мало видео выставляла. Видели, я в группе писала, что я болею. Еще не до конца не выздоровела. Это новый вирус, очень похожий на корону. Не знаю, но очень тяжело отходит. И даже я делаю и эзотерические способы, и медицинские, так как я их знаю, и у меня есть маленькое медицинское образование. Отходит тяжело, но уже стала разговаривать и дышать. А то прям было очень тяжко. Ну ничего, я всегда говорю, все замечательно. Вот оно все будет ничего, мы в пустоту уберем все эти болезни. Фи на тебя болезни. Что у вас произойдет? Кому надо лично, пожалуйста, обращайтесь, все мои контакты. Все мои контакты везде в описании, в шапке профиля. Сказала по ссылке, как можно зайти в шапку профиля. В описании везде. А также можете писать в директ. Что у вас произойдет неизбежно? Кто-то пойдет действительно по пути эзотерики и на обучение эзотерики, а кто-то пойдет
Я буду обучать эзотерическим знаниям, но не эзотерике совсем, немножко другому, а как видеть события. Что вы будете делать? Вы пойдете или к магу, или к колдуну, или сами будете общаться, будете познавать неизвестное. Эзотерика – это наука жизни, первая наука на Земле. И кто живет эзотерикой, эти люди всегда счастливые. Не колдовством во тьму, а эзотерикой во счастье и благо. Что неизбежно придет? Неизбежно вы удалите и узнаете, кто в вашей семье враг. Вот тут идет действительно карта, когда колдунья пришла на свадьбу, и вы этого врага и сгоните из своего окружения. Иди туда. Неизбежно у кого, кто ждет своего принца в красных штанах и софьяновых сапожках, у того появляется мужчина. Вы отодвигаете своих врагов, и появляется мужчина. Это может мужчина быть для любви. У кого-то этот мужчина даст вам движение. Это может быть какой-то начальник, ваш соратник, коллега, учредитель, еще кто-то. Это очень важный человек будет в вашей жизни, который с помощью его вы уничтожите, окончательно отодвинете своих врагов и недругов, завистников, которых вы не знали. Я давала методики от завистников и от врагов, все давала в Телеграме. Еще раз буду давать, давала в некоторых видео. Делайте это. Никогда не делайте вместь и во зло. Делайте это во благо этим людям. И тогда они скучурежутся. А вы будете ни при чем. Так. И что неизбежно произойдет в новом году? Неизбежно будет то, что вы поймете, что вы не раб Божий, как считает большинство населения, а что вы частица Бога. Вы частица Бога, которая несет свет, радость, познание, созерцание на нашу землю, на нашу планету, там, где вы живете. И вы будете защищать светом свое окружение и свою территорию. Не войной, не местью, не руганью, не саблями, не ножами, а добротой. И вот вы научитесь вот так вот как бы из сердца, вот здесь вот сердце чуть выше, где вот чакра, излучаете этот свет и прямо излучаете в разные стороны по эллипсу. На свой дом, сначала на себя, потом на свой дом, на свою квартиру, потом на свою улицу, потом на свой город. И если вы делать будете это часто, то вы увидите, как все люди начнут рядом с вами улыбаться. К вам идет счастье, как огонь. Пишите «принимаю, приобретаю». Счастье желаю. Во благо мне, во благо всем.